Привет! Не знаю почему, но уж очень много людей хотели увидеть продолжение челленджа Only Pia. Как по мне, это максимально глупый и странный челлендж. Раз хотели, то вот и оно. И сегодня мы попытаемся пройти все выживания, используя лишь горохострелы и, как вы помните, уйму исключений. Но это уже такое. Выживание день, и как видите, все, что мы можем взять, я взял, а слоты все равно еще есть. К чему это я веду, наверное, спросите вы? Так к тому, что под прошлыми частями вам почему-то крайне не понравилось, что я использовал день. Так что, видимо, его из семейства горохострелов придется выписать. Ты приемный. Ну и в оставшиеся слоты напихать что-то, что поставить нельзя. Как-то так. Само выживание день, кстати, сложным явно не являлось. Прошлось крайне быстро. Время прошло, вот и ночь наступила, и думаю, никто не поспорит. Ночное время суток – это наш самый главный враг в данном челлендже. Горохострелы дорогие, в отличие от грибов. Солнце с неба не падает, а из-за опять же ваших жалоб, я уже и солнечный гриб брать не хочу. Буду лишь подсолнухи ставить. Так еще и могилы спаунятся. Как понимаете, ужас. Но хотя бы проходимый ужас. Бассейн. Очень и очень легко. Благо за наличие кувшинок у меня в инвентаре никто не возражал. А ведь могли. Туман. Ой. По правде никогда эту локацию не любил. Мало того, что ночное время суток, так еще и туман, который в большинстве челленджей не убрать. Чтобы вы поняли, если взять обычное поле и так его сжать, разницы в геймплее почти не будет. Еще и зомби на шариках, с которыми нам определенно ничего не поделать. Поэтому лишь и ролить остается. Хоть в попытке, где их не было, волны прошлись относительно легко. Как-никак это пока обычные, не хард выживания. А в хард выживаниях-то их определенно в разы больше будет. Блин. Ну и крыша. И вот тут я действительно был удивлен. Не думал, что в ПВЗ смогу что-то новое найти. Но, как понимаете, вышло. Так вот, как знаете, если ставить горохострелы, да и вообще всех, кто стреляет прямо на крышу, то их снаряды из-за угла крыши просто врежутся в крышу. Но это явно почему-то не относится к горохомету. Почему-то ставя его на этом ряду, то от 2 до всех 4 пуль, выпущенных им, спокойно выходит пролетать сквозь впитывающий угол пули. И работает, как я понял, это лишь с горохометом. Тот же двойной горохострел подобный фокус повторить не может. Как говорится, не баг, а фича. Но и так, сами понимаете, крыша стала чуток полегче. Выживание хард явно пригодится. Кстати о нем. Выживание хард. День. И так-то ничего сверхъестественного в плане сложности не было. Как-никак самая идеальная локация для данного челленджа. Но я бы всего этого не говорил, если не было бы одного летающего «но», из-за которого вышло пройти данное выживание лишь с 5-й попытки. Сколько ж мне на тумане хард реролить придется. Но пока не будем о плохом, поговорим о следующем лучшем выживании. Ночь хард, в которой мне по правде больше свезло. Вышло пройти всего со 2-й попытки. Если, конечно, не учитывать рероллы в начале, в поиске нормального спауна могил. Бассейн хард. Прошелся так же, как ножом провести по маслу. Максимально легко. Ну и туман хард. Будет, конечно, круто пройти его с первого раза. А, зомби пошел по моему ряду, понял. Так вот, круто будет пройти его со 2-го раза и не встретить зомби на шарике. Да что ж такое? Да вы издеваетесь. Хотя бы стартануть удалось, уже хоть что-то. Недолго песенка играла, недолго радовался я. Чувствую, я тут надолго. Ну да. Вообще без шансов. Зомби вначале идут только там, где я ставлю подсолнухи. И ладно еще обычный зомби, но с конусом-то куда прет. Фух. Теперь... ПЖ. Заход без летунов. Ого, даже зомби с ведром испарился. Игра вроде с каждой волной сложнее в выживаниях должна быть. Или я что-то путаю? Молчу. Это вообще реально, чтобы на тумане хард летуны не попались? Надеюсь, что реально. 4 волны пройдено, и летунов все так же нет. Может, это оно? Видимо, реально оно. Уж надеюсь, под конец не будет облома. Ура! Не знаю, насколько сильно мне повезло, что они не заспаунились, но думаю, достаточно. Выживание туман хард пройдено. Вот и крыша. По сути,
По сути, она должна быть легче тумана, как минимум из-за того, что стартануть легче. Да, клеток, на которые можно поставить горох, и чтобы он эффективно стрелял, конечно, маловато. Но благодаря фиче, вроде не все так плохо, правда же? Главное, чтоб шкилы на шарах не выпадали. Хотя вот чё зомбы с дверью пошли и как-то вообще недыхабельно стало. Неужели нужно будет так реролить, чтобы и они нам не встретились? Видимо, да. Ладно. Пруд челы с лестницами и дверьми. Это вообще законно? А в next попытке летун как тут. Забираю свои слова назад. Это никак не легче тумана, а в разы сложнее даже. О боже, а с футболистами мне-то что делать? Четко, однако, зомби с ведром закинули. СПС? Да не, это невозможно. Помните мои слова в начале о пне? Забудьте. Пень определенно из семейства горохов и никак иначе. И даже не спорьте. Был бы он чужим для грохострелов, думаете, мы бы смогли тогда пройти крышу? Вот именно, нет. А с ним смогли. Больше вроде как выживания не осталось. Ну и самое время подвести итоги. Считаю, что все было пройдено максимально честно и по челленджу. Вот. Кстати, хотела бы напомнить, что я стримлю на Твиче, да и телеграм-канал у меня есть. Было бы круто, если бы вы зашли. Надеюсь, ролик вам понравился. Ну и всем пока.